Здорово всем! С вами Миша Выплюшка, канал бывшего осужденного. Сегодня продолжаю свою историю своей жизни, биографию, которую вы очень любите, просите меня постоянно. А если вдруг кто впервые на канале, я человек, который провел 12 лет в местах лишения свободы, видел 4 зоны, там кучу разных СИЗО. Здесь я рассказываю просто свой опыт и не более. Как вот типа книжку почитать, там мемуарчики. Вот. Давайте сегодня расскажу вам про психов в зоне. Такая тема, кстати, интересная. Люди, которых признали вменяемыми, и как бы, ну а на самом деле они того. Давайте перед просмотром палец вверх, лайк, подписочка. Это несложно, это бесплатно. Я договорился с Ютубом. Начинаем. Есть такая процедура, называется пятиминутка. То есть надо человека проверить на вменяемость. Ее применяют не ко всем. Вот, ну я имею в виду, когда человека там как бы закрыли, он находится в СИЗО. В основном, ну, по таким тяжелым статьям, там, мокруха, вот, типа, ну, не в состоянии, там, аффекта или там чего-то, в общем, человек это совершил. А в Москве эта канитель проводится на Кошкином доме, у меня есть ролик по этому поводу на канале. Вот, кстати, не забывайте подписываться на мой второй канал, загляните там вот в описании, в закрепленный коммент. Мой второй канал, ВК, Инстаграм, ТикТок, кстати, тоже интересный, прикольный, заходите. И вот ролик есть у меня про Кошкин дом. Короче, возят туда, здесь, москвичей. То есть это происходит, там, не знаю, ну на сутки или двое там везут из одного СИЗО в другое. Если ты находишься на Бутырке, тюрем в Москве очень много. А вот больничка такая, она вот психушка, она одна. И даже сейчас, по-моему, с области туда возят, на Бутырку. Вот. Процедура это... Я уже сказал, для того, чтобы как бы понять, человек вменяемый или нет, что с ним делать дальше. Да? Очень многие хотят, конечно, съехать по этой фигне. Если, допустим, корячиться там лет 15, да, человеку, то, ну там 2 жмура, например, то как бы некоторые хотят съехать на вот эту вот фигню, что типа он был невменяемый, и там по итогу он просидит там 3-4, максимум 5 лет в больнице. Да? Вот, и его в психушке его отпустят. Но, знаете, психушка тюремная, это все равно тюрьма, и она одна другой рознь. Где-то как бы нормально, вот, то есть ты приедешь, там увидишь, что ты как бы, ну, реально закосил, как бы, да, там, ну, и, ну, будешь нормально, там, да, будто там какими-то таблами подкармливают, чтобы ты там ходил, там, какая-то проверка приедет, там, естественно, они там все трезвые сидят, да, зэки. Вот, нет, там, естественно, чтобы которые тебя там будут угнетать твою психику, чтобы ты был вялый. Но, а по итогу, как бы, сводишь, так более-менее нормально себя будешь чухать, как бы, ну, не жестко, скажем так, просидеть. Джерик бушует. Вот, но есть такие, вот я слышал, в Тамбове, говорят, там вообще, короче, там закалывают до такой степени, и смертность, говорит, высокая, там, говорит, жопа вообще просто, вот, там тут просто капельницами закапывают тебя, там, закалывают, короче, печень можно выбросить, короче, такая фигня, не знаю, ну, в это я верю. Итак, но есть люди, которых, в общем, признают вменяемыми, да, на самом деле они повернутые, ну, реально, как бы, ну, с отклонениями. Голоса там слышат, еще что-то. Даже на тюрьмах есть вот, ну, специально, не знаю, кто это придумал, менты или зэки там договорились, чтобы таких людей держали отдельно. Вот, ну, есть такая дурхата. Реально, дурхата. Там вот они сидят, как бы, ну, чтобы там не мешать, как бы, обычным людям, знаете, более-менее нормальным. Вот я в такой не сидел, да. Сейчас мы вот плавно подходим к вопросу обо мне, то есть кто смотрит, за мной следит, знает, что я страдал паническими атаками, в дурке лежал, но меня признали вменяемым, я даже, ну, как бы, знаете, не знаю, хотел или не хотел, чтобы меня признавали, то есть, ну, мне там не особо много, не особо большой срок как бы маячил впереди, вот, и я думаю, ну, будет что будет, и, ну, в итоге меня признали вменяемым, но фляга у меня свистела конкретно, я сидел на таких, ну, барбитуратах жестких, жесть, и, короче, все, приехал я в зону, жрал эти таблетки там всякие, короче, мне давали. Вот. Потом они, в общем, закончились. И когда они закончились, меня начало ломать. Вот. Я не знаю, как вот с каких-то тяжелых препаратов, я имею в виду там, ну, хмурый там и так далее, какая с них ломка, но мне было, ну, капец как хреново. Я просто лежал, не мог встать, холодный пот, там, задыхаешься, плачешь, грызешь подушку, ну, короче, вообще жесть.
Ну, и это еще синдром отмены, и, короче, капец. Но когда я пришел в себя, я для себя открыл, знаете что? Что оказывается, ну, когда я жрал вот эти вот колеса, как бы, ну, мне казалось, что все нормально. Я ни о чем там не думал, да? Но когда я пришел в себя, мне люди стали говорить, ну, типа, ну, со мной разговаривать, очнулся я. И оказалось, что я ни с кем не общался все это время, представляете? То есть, ну, я там разговаривал по телефону, там, с женой еще. То есть, они говорят, тебя когда перевели сюда, мы, говорит, просто не знаем, что с тобой делать. Ты вот сидишь на кухне, у тебя вот глаза вот такие, как бы, тебе там что-то, Вась, ты там, ну, у тебя заторможился, а? Вот так вот, видишь, то есть, и мы не знали, говорит, что с тобой делать, что от тебя ожидать. Но, с другой стороны, как бы мы тебя не могли там никуда там деть, там, знаете, там, типа, ментам сказать, уведите его туда и так далее, короче, ну, такой вот, не знаю, там, какая-то солидарность, может быть, там, не знаю, поддержка там существует у них, ну, говорит, это, но ты себя вел, говорит, очень странно, мы, говорит, так со стороны смотрели все, ну, это мне там кучка людей такая, и Блаткомитет в том числе сказали, говорит, блин, вообще, было страшно, реально, вот, то есть, ну, нельзя сказать, конечно, что я дурак, которого не признали, да, а может быть и нет. То есть я когда, помню, был на психушке в Кошкином доме, к нам заехал крендель один, его еще до того, как начали там колоть всякими препаратами и давать таблетки, он себя, блин, ну капец как странно вел. Он, во-первых, к нам когда зашел, он трясся, у него еще какая-то болезнь, у него кости слабые, вот он ходит очень плохо, но он мог ночью встать, пойти в туалет, упасть, короче. И когда он зашел, я говорю, ты что трясешься? И оказалось, знаете что, там, короче, какая-то история, за что он сидит. То есть он сел по другой уже фигне, там что-то, ну, там, с Ширевым связанное, да. Он говорит, я говорю, ты что трясешься? Он говорит, я своего отца сдал. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну, там, короче, какая-то история, я не знаю, как, в общем, ну, за его отцом там велось уголовное преследование. И он там дал показания туда-сюда, короче, типа отца закрыли. Он говорит, я боюсь, что типа вы с меня здесь что-то там типа спросите. Вот, я говорю, слушай, ну, во-первых, здесь больница. А на больнице как бы есть такое, ну, вот по тем законам, да, того места пребывания, как бы, ну, руку поднимать нельзя. Все вопросы остаются как бы до твоего выздоровления. Вот. Ну, если, конечно, заедет какой-то там, не знаю, там, маньячелло, да, там, который детей там, ну, короче, ну, там, конечно, вшатают его, там даже базарить нечего, выяснять. Ну, а по остальным моментам надо смотреть, как бы, ну, что с человеком, вот, что делать, как быть с ним, такие дела. И это, ну и все, мы над ним, короче, угорали, ржали, он такой, ну, реально, как бы, ну, вообще не для тюрьмы человек, вот. И в один прекрасный момент, а с барбитурой он стал еще, короче, дурнее. И в один прекрасный момент нам привозят вечером таблетки, мы что-то ржем над ним, а медсестра через вот решетку, там двойная дверь, то есть одна железная, обычная, как вот тюремная, вторая решетка. Она первую открывает, решетка остается, дает нам таблетки. Вот. И она такая говорит, а что вы ржете-то? Я говорю, да вот он там тут под колесами чудит, смотрите. Она мне говорит, а ты думаешь, ты другой? И я тут понимаю, что как бы, ну, в этот момент, знаете, что как бы, а я не знаю, не, нормально сейчас или нет, потому что я сам под этими колесами. Вот. В общем, вот такой момент, как бы, но все нормально. Сейчас просто вам хочу пару примеров рассказать, когда больных людей все-таки сажали со здоровыми, вот реально психов. И первый, я помню, был у нас, их оба, короче, я помню последние два случая с Архангельска. Был там Валера у нас такой, мужик, лет, наверное, 55, может быть. Причем, вот, ну, видно, что он такой, как бы, ну, не бомж, не какой-то там бродяга с вокзала, еще что-то. Обычный мужик. Сидел он по какому-то там разбою, ну, он такой, видно, знаете, алкаш такой, вот, со двора такой, алкоголик местный. Вот, так вот, он ходил, он постоянно разговаривал с собой, постоянно. Вот. При всем этом он, короче, такой физически был развитый, то есть он ходил, такой физкультурник. Ходил там, подтягивался, там мог, там, знаете, ни с того ни с сего. Ну, короче, он чудил, исполнял, очень кошек любил, там всех в зоне кошек достал, с ними разговаривал постоянно. Но сам прикол, момент, когда с ним начнешь общаться, он все понимает. То есть все, то есть я не пойму, может, он отрабатывал, конечно, диагноз, да, чтобы его меньше трогали, там, не замечали, потому что все-таки каждый выбирает, знаете, свой путь. Был такой крендель у нас, я помню, в Рязани, он реально как бы
всю дорогу. Он ушел, во-первых, сразу, ну, он первоход, сразу ушел в красный отряд, где хозбанда вся. Там работал какой-то вообще фигней занимался. Там, ну, там из серии, там, не знаю, рельс какие-нибудь таскают они, там еще что-то. Такие вот самые тяжелые работы. Вот. И тоже он косил под дурачка. А потом кто-то заехал и сказал, типа, блин, вот этот чел, он ну, на свободе, он вора возил. Вот. То есть, ну, он был близкий, водитель жулика, если вы понимаете, о чем я. Вот. А там он, короче, и когда он там освободился, говорят, его приехали встречать братва и так далее, он там просто диагноз отрабатывал, на самом деле. Есть такие люди. Но самый вот момент, который мне вот последний помнится, был у нас такой Виноград. Не Виноград. Сахарок. Не знаю, почему Виноград вспомнил. Сахарок на Архангельске. Он был петух. Блин, ну у него, короче, такие бзики были, вы не представляете. Он, короче, на проверке начинает ходить быстро. И тоже что-то про себя базарит. Ну и там пацаны стоят, там что-то могут там сказать, вон опять типа у Сахарка фляга засвистела. А он такой, он ходит такой, вот ходят рожи, накусали здесь, в столовой, жрать нечего, козлы, пидорасы. На них, на всех, короче, ну они все ржут. И он может вот так вот подлететь к какому блатному или завхозу, который огромный, там, в 3 раза больше. Он сам маленький карлик, он такой, че ржешь, че смотришь, че ебало, что ли, разбить, короче. Вот, представляете, такая была фигня. Вот, и как бы, ну, его никто особо не трогал. Так, ну, пару лещей дадут, понимаешь, что человек больной. Действительно. Да. Блин, а что у нас за гусь-то был еще, я помню его. Нифига себе, там вообще был такой крендель. Ну, вот этот Сахарок, он такой еще, знаете, был такой, похож на этого, как его, Калягина, знаете, такой актер есть, такой с лысиной, вот этот вот, только по бокам, у него как у Ленина. Вот, смешной, блин, ну в итоге его опять на психушку везли. И еще был там один крендель, короче, это вообще капец. Он представляете, вот в зоне зэк, у него фляга свистит, и он, знаете, что делал? Он, короче, ну, думал, что он в спецназе. Представляете? То есть он брал штаны, заправлял, короче, в ботинки тюремные. Вот. Что еще-то он делал? Какую-то шапку себе вязаную нашел, он ее так подкатывал, подвязывал. И, короче, тоже он постоянно там ходил, разговаривал сам с собой, там какие-то бой с тенью устраивал постоянно на проверке. Закончилось это тем, что у него реально фляга свистнула. Блин, с такими людьми на самом деле там страшно находиться, потому что ну хрен знает, что у него там на уме. У него там поедет ночью крышу, он пойдет какой-нибудь пырнет, еще что-нибудь. Ну, вот. То есть, и он тоже там блатовал, короче, знаете, он там ходил, над ним все смеялись, типа, во, спецназ, короче, маски в зоне, короче. А он ходит там, короче, драконит еще этой фигней, он ходит там, недовольный там на всех. Короче, да, последний раз я помню что-то, он на проверке начал орать на завхоза, вот, а завхоз уже такой, ну, ему видно, это надоело, может, у него настроение было плохое, он говорит, ты что, заткнись, говорит, ты же надоел тут всем. И менты видят эту канитель, что сейчас он, короче, его ушатает, и понимают, что тот больной. И завхоз орет, говорит, да увезите его на психушку, он уже заколебал вообще, говорит, ну, а его периодически возят там на больничку, поколят, там в каком-то терапевтическом отделении, привезут, он вроде нормальный. Вот. И я помню, что его уводят, и как он орал, когда его менты уводили, ну, в нашу сторону повернулся. Не дай бог кого на пересылке встречу, я ломать, я убивать вас буду. Блин, вообще, короче. Ну, он такие выдавал, знаете, фразы, конечно. И вел себя так неадекватно. Из прошлых сроков, вот был еще у нас Димедрол, я помню такой. Это был на Пскове. Тот вообще товарищ нормальный. Вот, он сидел в этом, ну, там, где вот в завхозке жил, там, где живет завхоз, Дневальный, это, короче, там, не знаю, красная, шерстяная секция, как хотите. Вот, я ему говорю, а как ты туда попал? Он говорит, ну, я просто, говорит, мне не понравилось в камере, я ушел. Вот. Он постоянно, его Димедрол зовут, потому что он жрет постоянно таблетки, то у него там, ну, прописано они ему, даже в тюрьме ему дают. Я говорю, в смысле? Ну, он там, короче, ну, заехал в хату, как бы все нормально. Вот, и там что-то с кем-то рамсанул, и на проверке, короче, ушел, ментам говорит, переведите меня в другую. А так делать там нельзя. Типа, это считается, ты там, типа, ломовой сломился с хаты, там, типа, ну, не выдержал. Значит, ты не можешь, типа, ужиться с нормальными мужиками в хате. Вот. И он там тоже чудил, короче. Знаете, он что сделал? Он ходил в санчасть, ему давали там таблетки. Он их накопил, короче.
вшатал. И там через час, грубо говоря, или два, опять ему надо было в санчасть идти за этими таблетками. Он пришел туда, сел к врачу, к девке. Вот. Просто зашел в кабинет, сел, достал и начал дрочить. Там, короче, девка-то, естественно, там охранник, там ФСИНовец, там сотрудник какой-то стоит. Женщины там не передвигаются без охраны, без конвоя. Вот. И все там опешили, и он, и она, и они ему говорят: слышь, ты что делаешь, ты что, гонишь, или там типа. Знаете, он что им сказал? Кто здесь? То есть он такой, он реально, он обожрался, он пришел вот так вот туда, сел, а потом только очнулся, что он в санчасти, и здесь кто-то есть. Ржали, конечно, мы с этой фигни долго. Вот. Блин, он, кстати, сидел за какую-то стрёмную фигню. Вы знаете, он за что сидел, короче, сейчас расскажу. Он нападал на девушек, он сам с этой, как она фигня это называется, в Подмосковье-то, где Кунцево, там еще аэродром какой-то. Да блин, как же она называется-то? Как-то на К. Блин, не помню, вот не помню. Кстати, не забывайте комментарии писать, может, напомните мне. Вот, и там лайки, подписки, все как обычно. Еще раз напоминаю, поставьте, нет, несложно, бесплатно же. Вот, короче, Кубенко, ё-моё, вспомнил, Кубенко, точно. Вот, он, знаете, что делал? Он, короче, тоже, наверное, под этой фигней, под барбитурой, бегал по улице и, короче, девчонок, там, женщин валил на землю и через одежду, типа, как собака, типа, воспроизводил половой акт. Типа, он их там не насиловал, ничего с ними не делал. Вот такой фигней занимался, представляете? Как собака там чпокает там ногу или там диван, да. Вот так он просто брал там в сугроб, кидал девок и типа вот так сверху на них. Ему за это дали 3 или 4 года. Такой дурак. Вот. Но если вам интересно, он в петушатнике не сидел, нет. К нему относились как к дураку. Вот. Прошлые 40 я не вспомню, потому что реально было давно. Вот последние 2 еще что-то помню. Недавно у меня был юбилей 25 октября, 4 года, как я освободился. Вот. Можете меня поздравить также в комментариях. Вот. Что хочу сказать напоследок. Дураков везде, конечно, хватает. Вот. Главное следить за собой. Единственный человек, которого ты можешь контролировать в этом мире, это ты сам. А дураков очень много. Что там, что здесь. Не попадайте туда, ребят. Слушайте меня, мотайте на ус. Я уже за всех за вас отсидел, как я люблю говорить. Вот. Берегите себя, берегите свое здоровье, в том числе и нервы, психическое. Вот. Также огромное спасибо хочу сказать всем спонсорам канала, кто нажимает синенькую кнопочку «Спонсировать». Обязательно зайдите в этот раздел, посмотрите. Там есть интересные бонусы для вас. Для тех, кто еще не является спонсором канала. Для спонсоров выходят отдельные ролики, значок спонсора, ранний доступ к контенту. И много всего интересного. В общем, всем спасибо, вы мне очень помогаете, продвигаете меня по ютубу. А с вами был Миша Выплюшка. Увидимся.